Всем добрый день! Сегодня мы будем готовить быстрое блюдо и очень вкусное. Так, что нам для этого понадобится? Картошки я чуть-чуть почистил, порезал. Это примерно так, 3-4 где-то клубня средних. Потом у нас порезанный укроп. Обязательно укроп нужен будет в конце приготовления этого блюда, этого супа. Потому что сочетается укроп у нас с пельмешками. Если вы не любите укроп, прям совсем не любите, тогда, конечно, можно заменить какой-то другой травой. Так, ну и чеснок. Тут тоже не нужно стесняться, потому что он как раз придаст ту изюминку, когда уже суп будет готов. Стесняться не надо в плане того, что здесь вот где-то 4 зубчика чеснока. Чеснок тоже должен быть очень свежий, иначе смысла в нем нету. Самое главное в этом блюде это у нас томат-паста. Мы всегда покупаем томат-пасту именно этого производителя. Это казахстанский производитель. Делает эту пасту в Алматы. То есть томат-паста должна быть качественная. Если томат-паста будет какая-то не сильно качественная, невкусная, то вряд ли получится вкусный суп. Итак, как определить, хорошая паста или не очень? Сейчас я вам расскажу мой способ. Все очень просто. Мы берем томат-пасту, разводим водой до консистенции томатного сока, добавляем соль и просто пьем. Если вы чувствуете вкус замечательного томатного сока, значит паста хорошая. Если что-то не то, значит паста плохая. Вот и все. Ну и основной ингредиент, ради которого мы делаем этот суп, это, конечно, пельмешки. Тоже вот они наши местные, сделаны в Казахстане, мало того, сделаны в нашем городе. Производитель проверенный, мы их не раз покупали. Опять же советую взять пельмени, вот, которые продаются в ваших магазинах, в вашем регионе, откуда бы вы ни были, именно качественные, не экономьте, потому что, тогда, как сказать, супчик получится немножко не такой, как хотелось бы. Я думаю, что вот малютка, это вот маленькие пельмешки, да, вот они продаются, везде у вас. У нас, вот именно малютка, потому что если брать большие пельмени, то они как бы в супе остаются и на следующий день становятся такими большими, то есть как бы развариваются, разбухают, и получается не очень интересно. А малютка, она остается маленькой, то есть детям будет есть сподручнее, и взрослым тоже. Поэтому все-таки я советую покупать именно маленькие пельмешки, малютки, либо как они у вас там, крохи называются, крошки, не знаю, неважно. Вот. Но самое главное, чтобы они были вкусные, качественные и проверенные. Так, теперь самое простое начинается. Мы начинаем готовить суп, все по очереди варить. То есть картофель я закинул в воду, в холодную. Нарезан он, как видите, довольно произвольно. То есть примерно плюс-минус с размером маленьких пельмешек. Все, ждем, пока картофель закипит и приготовится до полуготовности. Ну что ж, картошка у нас полусготовилась, поэтому сейчас будем засыпать пельмени. Пельмени я взял полпачки, то есть где-то полкилограмма. На самом деле это немного. Этого будет как раз достаточно. Чуть-чуть прилипло. Но все, сейчас у нас будет основная часть готовки. То есть мы уже будем добавлять и томат, и соль, и все остальное. Сейчас это у нас не соленое, абсолютно без всяких специй. Поэтому ждем, когда закипят пельмени. Так, пельмени закипели. Теперь нужно нам добавить томат-пасту. Здесь тоже мы не жалеем. Прям с горкой я сейчас добавлю 2 столовые ложки. Так, наверное, еще чуть-чуть добавлю. Во. Нужно обязательно, чтобы томат-паста покипела у нас с пельменями. Тогда у нее пропадет
специфический вкус. И, ну, то есть вы не будете уже чувствовать, когда кушать суп, томат-пасту. Вы будете чувствовать именно вот ну, что-то типа как с томатом сделано. Ну, я не знаю, как объяснить. Просто я как-то пробовал это делать и томат-пасту добавлял в конце. И потом получился суп. То есть мы ели и суп, и томатную пасту отдельно. На вкус так было. А вот если она покипит, то все сбалансируется и будет очень вкусно. И вот теперь, когда у нас немножко томат-паста поварилась, уже можно добавлять специи. Здесь вообще можете себя не ограничивать никак. Вот все, что вам нравится. Допустим, хотите сделать в грузинских нотках суп, добавьте хмели-сунели. Я хочу сделать суп в узбекских нотках, поэтому добавлю зиру, кориандр и чуть-чуть в турецких нотках добавлю мяту. Сушеную, естественно. Если немножко, то появляется такой специфический, немножко кисленький такой, где-то очень далеко аромат мяты и вкус имеется в виду. В общем, лишняя она точно не будет, если, конечно, вы захотите так попробовать. Но советую. Еще мы немножко сэкономим с вами на зажарке. То есть я уже купил готовую от фирмы Maggi. Здесь написано, что нужно добавлять на 1 литр 1 столовую ложку. Тут примерно 3 литра у нас. Ну, сейчас мы 3 столовые ложки сюда и добавим. Делать мы это будем, естественно, не столовыми ложками, а так, на глаз. Я думаю, не переборщим. И масло кашу точно не испортит. Вот после того, как мы добавим вот эту приправу, ну, вы можете, конечно, сделать зажарку, но смысла нету в этом. Я тоже пробовал, это абсолютно бесполезно. А вот если мы добавляем вот такую готовую зажарку, то опять же появляется у нас какая-то изюминка. Кстати, знаете, чем пахнет суп? Суп пахнет пельменями и немножко специями. Это еще раз я вам повторяю, что не экономьте, пожалуйста, на пельменях. Возьмите, купите качественные. Тогда вам результат точно понравится. Ну что, суп готов. Я попробовал. Это просто волшебно, ребята, на вкус. И вот теперь, так, совсем забыл. Теперь нам нужно выключить плиту. Плиту выключаем и добавляем чеснок. Еще у нас немножко кипит суп. Вот. Все, плита выключилась. Отлично. Чеснок добавили. Хорошенько перемешали. Пошел волшебный аромат. Это просто не передать. Если бы камера передавала, вы бы сейчас, наверное, захотели сюда прийти. Так, и теперь высыпаем укропчик нарезанный. Опять повторюсь, это обязательно. В этом и фишка. Получается, вот сейчас уже аромат пошел совершенно другой. Все смешалось. Чеснок, укроп. Но не любите укроп? Добавьте какую-то другую зелень на свой вкус. Посмотрите, красота какая. А? Просто волшебный суп у нас получается. И морковочка, которая из зажарки от Maggi, которую я не делал, мелко нарезанная. И укропчик, и чеснок. Все отлично. Убираем с плиты. Посмотрите на этот шедевр. Это просто замечательный какой-то суп. А вот теперь очень важный момент. Тут было много важных моментов. Томат-паста, качественные пельмени. Но вот этот момент, он очень важный. То есть мы кладем 2-3 листика, ну, в зависимости от того, какого размера у вас кастрюля. Так, чуть-чуть их утопим, накрываем и все, ждем где-то минут 15. Ну что, господа, вот такой супчик у нас получился. Замечательный просто. Смотрите, тут можно у нас сметану добавить по желанию. Копченая рулька у нас в прикуску идет по желанию. Ну, вряд ли по желанию, конечно, ее съедят однозначно.
Черный хлеб обязательно с пельмешками. Что вы? Вот такой вот простой, на самом деле не требующий никаких там кулинарных знаний. Просто чуть-чуть постоять у плиты, купить качественные продукты, томат, пасту, очень хорошие пельмени и немножко любви. Получается у нас вот такой шедевр. Всем приятного аппетита!